I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим по праву отличный и недорогой ЦАП от компании EPZ, а после немного поговорим о наушниках форм-фактора вкладыши от компании Temperament. Я решил немного разбавить контент, так как многие просили сделать обзор на какой-нибудь ЦАПик, да и вкладышей давно не было. Поставляется ЦАПик в небольшой черной коробке с изображением самого устройства на лицевой части и названием модели TP20, а сзади указаны технические характеристики. Он получил сдвоенный ЦАП Cirrus Logic 43131, я думаю, он уже знаком для многих, а выходная мощность для небалансного подключения составляет 125 мВт и 151 мВт для балансного. И на самом деле не только у меня сложилось ощущение, что на деле реальные значения тут будут куда больше, ибо уж слишком хорошо он раскачивает что внутриканальные планары, что очень тяжелые на раскачку полноразмеры. Запас тут действительно большой. Ну и понятное дело, ЦАП без проблем будет работать и определяться на Windows, macOS, Android и iOS. Никакие драйвера ставить дополнительно не нужно. А теперь давайте рассмотрим, что входит в комплектацию. Ну и тут нас сразу встречает сам ЦАП, который надежно зафиксирован, и выглядит он отлично, строго и брутально. Здесь имеется логотип компании EPZ, и рядом здесь находится небольшой светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от формата музыки. Ну и стоит сказать, что ощущается он таким довольно увесистым и не как что-то такое дешевое. И я считаю, стоит отдать должное производителю за то, что здесь сбоку имеется 3 таких кнопочки. 2 из них плавно регулируют громкость, а та, что посередине, ставит музыку на паузу. И, конечно, тут отдельно можно регулировать гейн. Сейчас установлен низкий гейн, можно поднять вверх, и это будет высокий гейн. И, кстати, я использовал ЦАП по большей части именно вот на низком гейне. Потому что, ребят, ну серьезно, запас тут огромный, полноразмерный Zeus Elite даже не приходилось выкручивать наполовину. Притом еще стоит сказать, что ЦАПик толком не нагревается. Даже спустя кучу часов прослушивания он остается еле теплым. Ну а тут расположился вход для подключения USB Type-C кабеля, который идет в комплекте. Он, кстати, отличного качества, на мой взгляд. Можно подключить будет к смартфону вот таким образом. Либо используя переходник. Его, конечно, нету в комплекте, но можно где-нибудь купить дополнительно вот такой переходник, чтобы подключать уже сам ЦАП к компьютеру или ноутбуку. Я взял его от другого ЦАПа. А тут имеются 2 выхода. Балансный 4.4 и стандартный 3.5 джек для подключения уже сюда наушников. Ну а теперь давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этого устройства, но вначале рассмотрим его измерения. Как видите, частотная характеристика у него абсолютно идеально ровная, как и должно быть на правильно спроектированном устройстве. Никакого завала тут на высоких частотах нету, а уровень шума тут составляет минус 160 дБ, что вообще является реально прекрасным результатом. Да и по гармоническим искажениям тут полный порядок. Ну и понятное дело, результат по этому ЦАПу в итоге получается отличным по всем показателям, что для этой стоимости, на мой взгляд, действительно превосходно. И как вы понимаете, друзья, вопросов к звучанию этого устройства никаких не возникает. По большей части мы имеем максимально мониторную и ровную подачу. И какой результат вы будете получать на выходе, будет зависеть уже от ваших наушников, которые вы собираетесь использовать с ним. Послушал я разные гибриды и новые шикарные планары, о которых мы поговорим уже вот-вот в ближайшее время. И мои любимые полноразмеры Zeus Elite я тоже слушал. Все эти наушники ЦАПик раскрывал буквально вот так, по щелчку пальца. Без какого-либо напряга он просто делает свое дело. Никаких искажений, грязи, мутного звучания тут нет. Подача максимально приятная и правильно, это именно то взрослое звучание, которое есть и должно быть на более дорогих устройствах.
И на мой взгляд, это то, чем должно обладать любое современное устройство. Если мы, конечно, не говорим об исключениях, как ламповые усилители или мультибиты, но это будет уже отдельная тема для разговора. А вывод у меня по этому цапику получился таков. EPZ TP20 действительно получился максимально современным и правильно спроектированным устройством, который показывает отличные измерения, абсолютно прозрачен по своему звучанию, у него отличная натуральная подача в звучании, прекрасные тембры, очень точная проработка низких и средних частот без какой-либо дополнительной яркости или подкрашивания этой области, как это бывает на многих устройствах, особенно при использовании высокого гейна. То есть тут с этим полный порядок. А на высоких частотах нет никакого завала и фейкового усиления детальности. Ну а теперь давайте рассмотрим наушники, форм-фактора вкладыши для тех, кому это интересно. Сразу скажу, лично мне внутриканальные нравятся куда больше. Хотя знаю, что и любители на подобные наушники точно найдутся. Приходят они в квадратной коробке с неплохим оформлением, с кучей надписей и изображением самих наушников на лицевой части. А тут есть логотип компании, темперамент и название этой модели вот здесь сбоку тоже есть. Сзади, как обычно, указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает 16-мм драйвер, а чувствительность составляет 111 дБ, и они получили стандартные 30 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим, что входит в комплектацию более подробно. Ну и первым делом здесь нас встречают две небольшие карточки. И здесь уже находятся сами наушники с несменным, но отличным, хоть и довольно тонким кабелем, который получил штекер 3.5 джек. Кабель, по крайней мере, не путается, и за эту стоимость, я считаю, очень даже хорош. А сами наушники тут уже выполнены из пластика и имеют чисто черный цвет корпуса. И они прямо очень небольшие и легкие, и дизайн у них, конечно, на мой взгляд, понятное дело, совершенно обычный. И тут есть всего лишь один небольшой логотип бренда. Сидят наушники в ушах неплохо, но какой-то жесткой фиксации в ухе, как в случае с внутриканальными, тут, понятное дело, не будет. И лично мне бы хотелось получить более лучшую посадку, поэтому я не особо большой фанат наушников вот такого форм-фактора. Но еще тут в комплекте имеются разные специальные накладки и того, что вам может пригодиться при использовании наушников. И есть еще вот такой фирменный чехол для переноски. Но по звучанию перед нами очень ровные на низких частотах и тонально по балансу довольно теплые наушники. И понятное дело, в силу их форм-фактора не ждите здесь привычного и убойного супер собранного и атакующего баса, как во многих внутриканальных наушниках. Хотя текстура баса здесь вполне хороша, а вот на средних частотах тут вообще интересно. Их так нормально прибрали и сделали довольно нейтральную настройку для тех, кому надоели яркие наушники. То есть тут вообще нету никакой яркости и резкости у вокальной части, а инструменты имеют вполне неплохой вес. И все это дополняет заметно так немного поджатые и не акцентированные высокие частоты, которые определенно не перетягивают все одеяло на себя, а просто дополняют общую картину, которую строят вот эти наушники. Да, форм-фактор тут действительно на любителя, но если среди вас, друзья, есть любители таких наушников, можете попробовать их как вариант, но я же отдаю предпочтение внутриканальным наушникам. Ссылка на покупку этого ЦАПа и вкладышей находится в описании под видео. Не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.